Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам две мини-орхидейки, которые были куплены в начале марта. Один из них, как оказалось, Derienopsis Gold Staff. Он дорастил бутончики на старом цветоносе и цветет до сих пор. А второй был очень похож на Готрис. Он отцвел, сбросил последние бутончики свои, не бутончики, а уже цветочки. Я хочу вам показать корни этих орхидей, которые за 1,5 месяца появились новые в горшке. И старые, соответственно. И вот этот мы с вами сейчас пересадим. Поближе, так, чтобы было видно, какое количество проклюнувшихся новых корешков. И в горшочке новые корни. И сверху от старых корней тоже проросли новые корни. Вот это все корни были старые, даже какие-то поломанные. Здесь начали расти новые корни. Вот в таком состоянии орхидею можно пересаживать. Тем более, что она закончила цветение, но цветонос она не отсушивает. Его можно обрезать до первой живой почки. Вот это будет первая живая почка на данный момент. Вот так. И пока этот цветонос оставить. Вдруг она пробудит вот здесь почечку, может дать детку, может дать еще раз цветоносик. Но пересадить его уже можно. А этот я вам хочу специально показать. Не все орхидеи растут одинаково, но у этих, у двух орхидей, у обоих растут новые листики. Но у этой корни лучше, которую мы будем пересаживать. А здесь в горшке видны гнилые корни. Вот эти серые, совсем серо-коричневые корни, они гнилые. Но при этом орхидея все равно растит новые корешки. Здесь новые корешки, здесь от шеи новый корень. И в горшке появились новые корни. Потому что, самый частый задаваемый вопрос: я купила орхидею, увидела гнилые корни и сразу начала ее разбирать, чтобы убрать гнилые корни. Вот я вам каждый раз доказываю, что можно оставить орхидею в таком состоянии с гнилыми корнями и ничего не делать на данный момент. Листья тургор не потеряли. Она растит новые корни, растит новый лист. Зачем ее на данный момент трогать? Когда она нарастит вот такое количество корней, тогда и будем ее пересаживать и уберем эти все гнилые корни. Но если вас очень волнуют вот эти гнилые корни, сейчас я вам покажу, что можно сделать. Я это делаю, правда, не часто, но можно взять вот так пинцетом, вытащить этот корень и также точно постараться убрать этот гнилой виламен. Вот так кусочками сейчас, чтобы мне-то было видно, что там брать. Вот так кусочками потихонечку его вытащить. Но только, конечно, хорошие корни постараться не задеть. Там остался сгнивший виламен, там даже корня нет. И это все можно просто отрезать до живого корешка. Вот так и убрать. Посмотрите еще, где гнилые корешки. И если вас опять же смущают эти гнилые корни, достать пинцетиком. И точно так же, сейчас увижу, где он начинается, этот сухой гнилой корень. Вот в самом начале его взять и обрезать. Но меня не часто смущают такие корни, поэтому
я этого и не делаю. Сейчас еще кусочек вот здесь. Надо, чтобы и вам было видно, и мне было видно, что доставать. Ну, вот таким образом можно... Так, нет, не получается так. Вот таким образом можно убрать этот гнилой веламен. Дальше я туда вовнутрь не полезу, потому что здесь есть растущий корень. И это не будет мешать, этот сухой веламен. Он когда просыхает горшок, он становится совершенно сухим и никак не влияет на рост новых корней. Но пусть этот цветочек еще постоит, нарастит корни в горшке. Смотрите, даже внизу горшка появился корень. Вот он пророс уже. Вот тоже прорастает корень. Но еще чуть-чуть, и мы его тоже пересадим. А сейчас мы разберем вот этот. Так, уберем все, что нам мешает. Достанем из горшочка вот этот, похожий на готрицу. И посмотрим. Вот прекрасно, вся кора осыпалась. Торфяной стакан снимается вообще великолепно. Аккуратно все делаем. Стараемся не повредить, потому что здесь есть молодой корешок. И этот молодой корень очень крепко прикрепился к коре. Не отрываем ни в коем случае. Когда будем промывать корни, посмотрим. Если корешок отпустит в воде этот кусочек коры, значит уберем. Не отпустит, убирать не будем. Так и посадим с этим кусочком коры. Ну а торфяной стакан по возможности убираем весь. Это неплохой корень, как вам кажется. Здесь была палочка, держатель. А они обычно сине-зеленые, эти покрашенные. И это как раз остался след от этой палочки. То есть осталась краска. На шее есть маленькие старые листики отсохшие. Можно сразу убрать. Ну, то, что убирается, сразу можно убрать. То, что не убирается, только после того, как промоем орхидею. Ну и смотрим. Вот новые молодые корни, которые проросли, наросли в горшочке. От старого корня вот так вырос длинный корень, и в середине появился новый молодой корешок. Что-то есть гнилое и сухое. Кончики гнилых корней мы обязательно убираем. Рыженькие корешки – это те, которые были в торфяном стаканчике. Не видели света, поэтому они такие рыженькие. Но они плотные, хорошие. Мы их все оставляем, ничего не обрезаем. Было какое-то количество мха в горшочке. Это мы все уберем сейчас. И сейчас вам покажу очень часто задаваемый вопрос. Если будет видно, у меня задают какой вопрос? У меня на корне появилась какая-то белая плесень. На этом корешке есть беленькие маленькие ворсиночки. Это те ворсинки, которыми корень пытается закрепиться на какой-то поверхности. Причем на любой, будь то дерево. Сейчас он был в пластиковом горшке. Видите, вот пластик, здесь корешок ровный. Или прикрепиться вот к грунту какому-то. Это самый лучший показатель роста ваших корней и здоровья корней. Так что, когда появляются такие ворсинки, причем они бывают только
вот в этом месте в начале роста корня. Потом они, корень становится гладкий. И этот корень начнет дальше расти, если ворсинки продолжатся только на начале корня, а корень станет этот гладкий. Но это просто замечательно. А очень часто боятся вот этих ворсинок и говорят, что не знаем, что это такое, это плесень. Нет, это все отлично с вашей корневой системой, просто великолепно. В общем, вот такие корешки мы сейчас с вами, во-первых, я их сейчас пойду промою под водичкой, чтобы убрать оставшийся вот мох или там какая-то кора осталась, да и просто грязь смыть от этого всего. И мы с вами посадим его в горшочек. Корни я промыла. Нашелся еще один кусочек черненький, кончик корня. Это тоже нужно убрать. И где-то видела еще сухой корень. Вот сухой корень маленький. Сейчас. И от шеи вот еще сухой корень. Такие корешки я все убираю. Казалось бы, в таком маленьком горшке наросло такое большое количество корней. Я вам все время говорю о том, что надо подбирать горшок по размеру корней. И надо было бы взять горшок 0,6. Чуть больше, чем вот этот. Прям чуть больше. Но сейчас расскажу, почему я этого не сделаю. Я возьму вот такой горшок 1,2. И почему я этого не сделаю? Потому что я вам сейчас покажу еще такую же маленькую орхидейку. Она примерно такого же размера. И я ее посадила в горшочек 0,6. И посмотрите, она очень быстро вырастает из этого горшка. Я ее сажала буквально год назад. Она цвела на 2 цветоноса в этом году. Вот сейчас отцвела, вот один был цветонос. Вот он. Вот второй под листиком был цветонос. И после цветения она моментально стала от шеи выпускать новые и новые корни, причем со всех сторон. Здесь масса воздушных растущих корней. И мне ее просто придется пересаживать, потому что она вырастает из этого горшка. Вон ствол торчит, а так не очень хорошо для растения. И я его посажу чуть в больший горшок, для того, чтобы корням было место, куда расти, потому что корни растут здесь замечательно. Так, убираю поднос, он мне будет мешать. Сажаю я в керамзит. Кто смотрит мой канал постоянно, знает, что у меня все посадки фаленопсисов только в чистом керамзите. Я не делаю смешанный грунт. Просто чистый промытый керамзит. Просто засыпаю. Но, видимо, эти два корня будут воздушные, так как они уже направлены вверх, как бы я их не хотела засыпать. Все ровненько. Еще чуть-чуть вот здесь. Так. И, как я говорила, обрежу цветонос до первой живой почки. И обязательно срез я обрабатываю перекисью водорода 3%. Можно обрабатывать корицей, толченым углем, но все как всегда я и рассказываю. Приблизительное название обязательно не забываем вставить сюда, чтобы не забыть, что это у нас за растение. Ну, понаблюдаем дальше за ним. Может быть, выпустит цветоносик или детку. Может быть, просто начнет хорошо расти.
а к осени мы увидим его цветение. В общем, вот такие, как всегда, очень простые посадки. Полив всегда по мере просушки корней. Всякие нюансы и всякие хитрости, как то мокрые пяточки, или почти мокрые пяточки, или а-ля мокрые пяточки, я вам буду рассказывать и показывать по мере того, как будет становиться на улице или жарче, или прохладнее, но у нас будет все жарче и жарче, поэтому с керамзитом будем обязательно работать и буду рассказывать, что я буду предпринимать, если у нас будет очень жарко. Ну а как всегда, у нас лето очень жаркое, так что будем дальше учиться всяким разным маленьким хитростям. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!